Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео я поделюсь с вами информацией, как можно видеть фигуры на графике и как вообще понять, куда будет идти цена. Для того, чтобы вы могли также сами определять движение цены и правильно заходить. Потому что не всегда те, кто делает прогнозы, они вам дают стопроцентную гарантию, что именно так пойдет цена. Всегда бывают пампы и резкие там снижения цены, и одни прогнозисты говорят, что цена пойдет вниз, другие, что цена пойдет вверх. Понятное дело, что она ходит туда-сюда, и все в конце концов оказываются правы или неправы. Но вы должны уже ориентироваться сами и сами понимать, кому можно доверять в прогнозах, кому нельзя доверять, сравнивать со своими прогнозами, и наконец-то вы сможете научиться делать, как бы определять свое мнение и делать правильно. Так что давайте разбираться. Вот у меня раньше на графике было очень мало всяких линий. Сейчас я больше, поменяла методику и стала очень много рисовать. И как вы видите, хоть и это очень засоренный график, но каждая черточка отражает какое-то движение цены, какую-то проторговку, тормоз какой-нибудь. И реально, чем больше этих линий, если вы видите основной, конечно, график и не путаетесь, тем вам понятнее, почему, например, вот если цена шла вниз, да, то вот тут она, например, остановилась, произошла проторговка, и потом опять пошла проторговка с понижением. То есть, скорее всего, продолжить правую линию. Скорее всего, это из-за того, что вот эта вот линия у нас давно нарисованная, все равно помогает видеть, где немножко притормозит цена. И также видно, если будет пробой, сразу понятно, почему растут продажи, покупки, потому что у многих эти линии нарисованы. Так, могу рассказать немножко про график, как можно его читать. Лучше всего, конечно, видеть на больших таймфреймах, например, вот 4 часа. Мы смотрим, и вот у меня тут внизу минута, да, есть. На минуте тоже есть свои фигуры, но основное движение мы читаем по 4 часа, например. И когда график рисует какую-то фигуру, то на начальном этапе непонятно именно, что это может быть. То есть есть несколько вариантов. Например, это может быть треугольник, а может быть флаг, может быть клин. Ну, то есть по первой там волне, по второй почти, уже на второй волне можно точнее определить, что это. Вот, разберем, например, вот эту вот, да, последнюю нашу волну на 4 часах. Если мы посмотрим на большой, в удалении, то можно увидеть нисходящее движение, вот вверх и вот вниз, уровень поддержки, а это уровень сопротивления. Уже есть 2 волны, и уже понятнее, как его можно нарисовать. По верхней точно понятно. То есть у нас есть 2 максимума, которые один ниже другого. По нижней есть такой вариант, то есть мы можем нарисовать нисходящий канал. Обычно верхняя и нижняя полосочки, они параллельны. Это будет называться флаг. Он является фигурой продолжения. И так как у нас был большой рост, то флаг дальше является фигурой продолжения. Вот, и дальше пойдет рост. Но также есть еще у нас может быть сформирован вымпел или треугольник сходящийся. Вот, опять же, вверх эта линия сопротивления, она не меняется, а низ, вот сейчас, если я тут попытаюсь, вот,
вот это вот низ, вот эта линия, давайте ее сделаем там красной, например, жирной. Вот эта линия, как вы видите, я ее прорисовала по двум минимумам, которые сейчас получились. Я ожидала, конечно, что пойдет прорисовка флага, поэтому вот жду, поставила покупку биткоина вот тут на 46, что цена дойдет примерно сюда, 45 800. Вот, но так как она остановилась пока что тут, то сразу есть возможность нарисовать как бы другую фигуру. По этой линии можно сказать, что если она вот соединится уже с линией сопротивления, то тут будет у нас пробой в ближайшие вот несколько дней. Если же это флаг, он может еще несколько сделать волн вверх-вниз, вот так вот, до 4 волн обычно происходит, и потом куда-то идет пробой. Но если же не пробьет вот это, то скорее всего это тоже фигура продолжения, и оно потом, получается, на третьем максимуме пойдет вверх. Вот пробьет вот эту линию, да, сопротивления и пойдет вверх. Но опять же, если вы считаете, что это вот такой вот, например, вымпел, и оно пошло вверх, да, на какую-то высоту, а потом вдруг пошло опять вниз, то это значит, что фигуру вымпел оно уже отработало и уже рисует другую фигуру, например, двойная вершина будет. Вот это самая большая, да, вершина, и тут будет двойная вершина в этом месте. Но это я так как бы предугадываю, это не прогноз. Вот, может оно взлетит по вот прошлой, да, истории, как он раз тут поднялся, просел немножко, второй раз поднялся, и пойдет теперь еще до 56. Вот я тут крючок какой-то рисовала себе, 56, 57, 58. Вот я его все-таки жду. Вот, и если же он будет пробивать эту красную линию, то тут у тех, у кого был нарисован вымпел, они все будут в панике и будут продавать. Но цена вот тут, скорее всего, притормозит, если пойдет вниз, потому что те, кто умные, будут рисовать флаг, они будут знать, что тут может быть отскок. Поэтому не пугайтесь, это тоже есть у нас линия такая поддержки. Вот, есть, как бы из последнего, то, что интересное такое я рассказала. Ну, это может быть как и прогноз считаться, да, что мы рисуем пока что такую фигуру. Как только она пробивает эту линию, соответственно, там 48 700 уже даже, да, 48 900, 49, то тогда уже, скорее всего, пойдет вверх. Вот. Если же пробивает тут красную линию, да, 46 800, например, то не пугайтесь, может быть 45 800. И все равно может быть потом отскок. Вот. Такие вот варианты. Ну, конечно, если он пробивает ее, то потом уже может пойти вот до сюда, до 43 800. Вы видите, тут было несколько отскоков. И, соответственно, тогда мы можем считать, что это у нас такой боковик, проторговка такая. Вот. Ну, вот тут типа минимумы 43, а максимумы там 50. Вот, и он так может проторговываться, не знаю сколько месяцев. В общем, вариантов есть очень много. Пока что я отрабатываю вот этот вариант и торгую в нем. Это на 4 часах, это очень долго. Вот, если посмотреть более детальнее на час, то у нас тут вырисовывается такой тоже
нисходящий канал, вы видите, вот он, вот это максимум линия, да, поддержки, ой, сопротивления. А вот тут линии поддержки у нас есть несколько. Вот это, три, как бы, линии, которые две линии сопротивления и две поддержки, которые и рисуют нам такой график. Вы видите, что у нас идет вот максимум, вот минимум, второй максимум, потом минимум не дошел, остановился чуть ниже на прошлой линии поддержки, опять максимум, потом пошел чуть ниже до этой линии поддержки, теперь тут немножко не дошел, да, и опять остановился на вот этой линии поддержки, как бы, которая посередине. В общем, очень много линий, хочется вам все показать. В общем, если присмотреться, ты уже все, как бы, запоминаешь, и даже если там зашел, ну, через там некоторый промежуток времени, у тебя есть куча линий, ты видишь, куда оно дошло, куда не дошло, и сразу понимаешь, какую открывать позицию, лонг или шорт. Итак, что тут могу я сказать? Обычно в нисходящем канале у нас 3-4 вот точки максимума или минимума. Вот максимума у нас уже было 4. Минимума, вот если по нижней смотреть, только 2. Вот. И оно застряло где-то в серединке. Я надеюсь, если сейчас он не пройдет вот третий раз до минимума, да, то он уже 5-й раз и пробьет вверх. Если же он отскочит уже 5-й раз от верха, то есть 47 900 не пробьет, то значит уже будет рисовать третий минимум. Как вы видите, у них обычно расстояние вот тут одинаковое, тут и, соответственно, где-то вот тут вот будет третий минимум 45 600. Вот. И опять тогда может еще чуть пойти вверх. Вот. Это если смотреть на час. У нас, как бы, очень красивый такой график. И поэтому, когда после вот такого вот роста маленького, да, рост зелененькие маленькие свечки, у нас идут 3 большие, и кажется, что капец, катастрофа, мы падаем до 29, то если у вас много этих линий, вы понимаете, что не все так страшно. И совершенно спокойно можно там подвинуть стоп-лосс правильно и не паниковать. Вот, а не сразу там выходить с позиции, открывать шорт. Сейчас уже очень долго был шорт у нас, ну, падение. Прям в этом боковике все заходили в шорт, и сейчас очень много, ну, очень похоже на то, что лонгисты все-таки побеждают. Поэтому я считаю, ну, это только мое мнение, да, что в ближайшие там 3-4 месяца будет у нас, ну, уже 3 месяца, будет у нас в приоритете рост. Поэтому я в основном лонгую сейчас. Вот, но смотрите сами, можете там еще кого-то послушать. Более глобально смотрите на другие таймфреймы и ставьте стоп-лоссы и сами выбирайте, как вам лучше торговать. Опять же, если мы зайдем на минуте, то хоть и движение такое хаотичное, но все равно мы можем тут рисовать какие-то каналы нисходящие и восходящие. Они все равно прорисовываются. Опять же, даже по вот этим вот максимумам, да, мы можем нарисовать восходящий канал.
Маленький секрет, может вы знаете, может нет. В основном вот эти вот линии поддержки и сопротивления, они стремятся к 45 градусам. Ну, то есть диагональный такой вот, если тетрадка в клеточку, да, то между двумя уголками, если провести полосочку, то вот в приоритете вот такой вот наклон на графике. Какие-то более пологие, какие-то более резкие, но в приоритете вот такой вот наклон 45 градусов. И, соответственно, таким образом, продлевая эту полоску дальше, можно ориентироваться, какая будет дальше цена, если вот такой наклон нарисовать линии. Вот. Ну и также по минимуму мы можем посмотреть, куда может просесть цена и где будет пробой. Вот. Ну, на минутном таймфрейме, как вы видите, тут и пошортить, в принципе, можно от 47 400 до 46 400. 1000 на плече 100, например, это довольно хороший заработок. На альткоинах вообще, как только биткоин дернется, можно шортить прям нормально. Но опять же, шортить нужно аккуратно, потому что очень сейчас много пампят альткоинов, и ту же Solana, и МТЛ, и ну, как бы может очень большой быть минус и ликвиднуть даже при шортах. Вот, поэтому будьте внимательны, все у вас получится. У меня тоже раньше не получалось, я очень долго торговала при марже 0.33. Это самая минимальная, которая ставится на биткоине. То есть 0,00, там 1 биткоин при сотом плече. И целый месяц так торговала, чтобы набить руку, чтобы определиться все-таки, чтобы количество правильных входов было там в несколько раз больше, чем неправильных. Вот, и все получилось. Поэтому практика вас спасет. Всем спасибо за просмотр, удачной торговли, пока-пока.